Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как связать вот такие тапочки. Они бесшовные, связаны в две ниточки. Пяточка у нас будет вот такая кругленькая. Это размер 37-38, ну можно на 39 даже, потому что они тянутся. Они связаны очень просто, лицевыми и изнаночными петлями, поэтому я рекомендую связать их тем, которые только начинают вязать или учатся вязать. Ну, в общем, для новичков. Итак, приступаем к вязанию. И чтобы связать такие тапочки, девочки, я взяла два цвета ниточки. Вот такой цвет я уже резиночку связала. И вот такой вот цвет. Это у меня большой моток, я вам уже его показывала. Здесь 400 грамм, 1200 метров. То есть 300 метров в 100 граммах, 150 метров в 50 граммах. И вторую вот эту ниточку я взяла также 100 грамм 300 метров. То есть 50 грамм, также 150 метров. Итак, приступаем к вязанию. Я уже связала резиночку, набрала 46 петель и вяжу я в две ниточки, чтобы они были толстые и теплые. Я набрала 46 петель и провязала резиночкой 1 на 1, ну 3,5, я еще сейчас два ряда провяжу, чтобы было 4 сантиметра. Можете выше связать. Спицы у меня 3,25, чуть-чуть толще взяла, потому что в две ниточки я вяжу. Итак, набираем на этот размер 46 петель. Первую мы снимаем, дальше вяжем одну лицевую, одну изнаночную. И назад по изнаночной стороне мы также вяжем одну лицевую, одну изнаночную по рисунку. Вот так вот. Так, провязали мы резиночку, девочки, хватит нам этой резиночки. Ну, мне хватит, может быть, вы хотите больше. Теперь с обеих сторон мы снимаем по 17 петель на булавочку с этой стороны и с этой. И будем вязать центральные 12 петель. Снимаем 1, 2, 11, 12, 15, 16, 17. Так. И с этой стороны мы также снимаем 17 петель. Десять. 16, 17. Все. Можно было взять... Да нет, лучше подлиннее. Так, у нас тут остается 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель. На 12 петлях мы будем вязать мысик. Берем другой цвет и подсоединяем к средней части нашего будущего тапочка. Первую петлю провязываем и дальше вяжем лицевыми. Последняя будет у нас изнаночная. Разворачиваем, снимаем и вяжем опять лицевыми. Так, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12.
Итак, мы вяжем лицевыми 10-12 рядов, чтобы у нас было вот таких 5 или 6 дорожек изнаночных. Девочки, если вы хотите, чтобы у вас получились красивые тапочки, яркие, берите всегда один цвет такой насыщенный, или темно-васильковый, или такой вот насыщенный зеленый, или же фиолетовый, или вот такой бирюзовый. И к нему добавляйте светлые тона, нежные светлые тона. Вот я взяла нежно-нежно-голубой, почти белый. Можно сюда взять и розовый, и красный, бордовый. Ну, такой, бордовый, наверное, не пойдет, девочки, нет. Ярко-красный или, ну, такой серенький, светло-светло-серенький. Ну, сами смотрите, чтобы один был темный, а другой был светлый цвет. Я всегда вам так говорю, вот вы мне пишете, вы так цвета подбираете. Вы видите, что я добавляю цвета обычно темные и светлые. Так, сейчас распутаю ниточки. Так, 3 дорожки провязали, еще я провяжу 3 дорожки такие же, еще 6 рядов. Вот смотрим, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек. Теперь этого мне хватит. Дальше снимаем кромочную. Это лицевая сторона у нас, хвостик вот здесь у нас с правой стороны. И провязываем по лицевой стороне все петли лицевые. По изнаночной стороне мы снимаем кромочную, следующая лицевая, а потом 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, затем 1 лицевая и кромочная. То есть после кромочной и перед кромочной мы вяжем петлю, вот эту лицевой, с изнаночной стороны. Теперь вяжем все петли лицевые. А по изнаночной стороне я уже сказала, как вязать. Это для того, чтобы не скручивались бока, чтобы они были, мысик был ровненький. Итак, мы будем вязать. Это зависит от того, какой вам нужен размер. Вот смотрим. Вот у нас будет вверх. И будем вязать до конца мизинчика. Прикладывайте к ножке и смотрите, сколько вам нужно. Какой вам нужен размер. Потому что опять будут вопросы. А как на 41 связать? Длиннее вяжите. А как на 35 связать? Короче вяжите. Все понятно. Вяжите столько, сколько вам нужно. Зависит все от мысика. Вот смотрим, девчонки. Вот я провязала. Смотрим. Я примеряю на манекен. Вот я провязала. Так. Вот до мизинчика. Но я провязала чуть больше, потому что мне надо больше размер. Но вы считайте не вот эта вот ножка ваша, а вот это. Вот видите? Вот ваш будет размер. Вот здесь будет пяточка. Вот здесь будет мысик. Сколько вам тут нужно сантиметров? Ну, плюс еще растяжение. Если 23 сантиметра нога, то где-то 21-20 сантиметров вяжите. И теперь я вот здесь вот убавлю петли. Провяжем лицевой, потом 2 вместе. Затем 1, 2, 3, 4, 2 петли перевернем и провяжем слева направо 2 вместе. Потом лицевая и кромочная. Назад мы вяжем
Сняли кромочную, лицевая, остальные все изнаночные. Чтобы не было тупой носок, мы его немножко сузим. Перед кромочной лицевая и изнаночной провязываем кромочную петлю. Вот так, хватит нам. Дальше, что мы делаем дальше? Дальше я отрезаю здесь ниточку. Затем вот с правой стороны одеваем назад петли, которые у нас на булавочке. Вот так вот одни будет. Вот эти вот 17 петель. Тут удалить немножко надо будет. Так. Затем берем ниточку, которую мы отрезали сейчас, и провязываем 2 ряда лицевыми петлями. Вот эти 17 петель. Теперь собираем петли, которые у нас здесь вот на мысике. Так, первую я наберу здесь. И дальше в косичку. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 21 петлю набрали. Теперь вяжем средние. 1, так, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Здесь, конечно, желательно взять спицы с более длинной леской. Я потом поменяю. И здесь набираем столько же петель, сколько мы набрали здесь. И эти тоже мы петли переносим на спицу и провязываем здесь до конца. И считаем, сколько у нас петель полностью на этой спице. А я другие спицы сейчас поищу. Так, девочки, у меня 88 петель полностью на всей спице. То есть по 17 у нас сбоку, потом 10 здесь на мыске и
по 22 петли здесь набрала. Всего 88 петель. Провязала лицевыми и назад провязала также лицевыми. Теперь 2 ряда лицевыми точно так же провяжем еще основным цветом. В одну и другую сторону вяжем лицевыми. Я взяла 2 спиц, потому что длинные не нашла. Вяжем еще лицевыми в одну и в другую сторону. Так, смотрим. Провязали мы 2 ряда светлым цветом, 2 ряда основным цветом, лицевыми петлями. Теперь каждые 2 ряда меняем цвет. Теперь мы 2 ряда вяжем светлым цветом, ряд лицевыми, ряд изнаночными, потом основным цветом ряд лицевыми, ряд изнаночными и снова светлым цветом ряд лицевыми, ряд изнаночными. То есть 6 рядов вяжем, меняя каждые 2 ряда цвет ниточки. Так, смотрим. Вот я уже провязала все ряды. Посмотрим, что у нас тут получилось. Вот у нас получается вот такой вот тапочек. Так. И теперь нам нужно провязать подошву. На спице 88 петель. Так, дальше рисуем. Так, 88 петель. Мы возьмем на подошву 10 петель. Получается 78. И 78 делим пополам. Получается так, 39 петель, да? 39, если я грамотная. Так, 39 и 39, 78. И теперь я отрежу светлую ниточку. И будем вязать уже основным цветом. Провязываем 39 петель. Один, 2. И так вяжем 39 петель. Так, провязала я 39 петель. Теперь вяжем 10 петель подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь тоже у нас 39 петель. По лицевой стороне мы убавляем эти 39 петель, и по лицевой стороне я провязываю 2 петли вместе. Вот эти 10 мы не трогаем. Разворачиваем, переснимаем и вяжем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь у нас 39. Мы также их убавляем. Это уже изнаночная сторона. Мы их провязываем 2 вместе одной лицевой. Развернули. Теперь у нас в работе 12 петель. То есть 10 у нас петель подошвы и 2 получается кромочные. Вот эту кромочную мы убавляем с этой стороной, а вот эту кромочную убавляем с этой стороной. Вначале мы кромочную снимаем, дальше вяжем 10 петель лицевыми. Довязали до кромочной, и теперь кромочную и боковую петлю провязываем по лицевой стороне 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваемся, переснимаем,
у нас образовывается косичка. Итак, мы вяжем 10 петель, кромочные убавляем с боковыми. И в следующем кадрике я вам покажу, сколько мы с вами провяжем. Так, я закрыла подошву, все петли. Посмотрим, что у нас тут получилось. Вот такой вот у нас тапочек. Вот так. Теперь нам нужно задничек закрыть. Так, вот здесь у меня спица. И так, где моя... вот ниточка. Теперь нам нужно поднять здесь петли. Так, вот так. Один. Чем больше поднимем, тем лучше. Два. Три. Четыре. 5 и так далее. Я добрала здесь 10 петель. Теперь мы их провязываем. Провязали средние петли, и тут мы также набираем столько петель, сколько вы набирали с той стороны. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, провязываем теперь эти петли все еще один ряд, и по лицевой стороне будем вязать пяточку. Так, по лицевой стороне провязываем 10, которые мы набирали. Ну, у вас может по-другому. 1, 2, 3, 4. Так, и здесь тоже 10. Здесь у нас 12 петель. Значит, мы возьмем на пяточку по 8 петель. Значит, провязываем 2 еще и провязываем 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у нас осталось 2 вот до этой косички, вот 1, 2, а эти 10 мы набирали. И провязываем 3 вместе, 6, и снова 3 вместе, 2 с середины и 1 с боковой части. Лицевой вяжем 3 вместе по изнаночной стороне. Развернулись. И в каждом ряду мы на одну петлю провязываем в середине меньше. Снова берем 3. Развернули.
Вяжем 4 и 3 вместе. Развернули, пересняли, 3 и 3 вместе. Развернули, пересняли, 2 и 3 вместе. Развернули, пересняли, 1 и 3 вместе. Развернули, пересняли, 3 вместе. Все, у нас в середине осталось 2 петли. Теперь мы эту убавляем с этими петлями, а вот эту убавляем с этими петлями. Но уже провязываем по 2 вместе. Пересняли. Теперь 2 вместе. Развернули. 2 вместе. Развернули. И так мы убавляем по 2 вместе. Если кто не хочет крутить, потому что мне уже не один раз были такие комментарии, что вы крутите, крутите, ничего не поймем. Значит, сшивайте просто задник иголкой или же крючком, как вы умеете, если вы не хотите крутить. Или вяжите пятку так, как вы умеете. Последний раз я убавила 2 вместе. И с этой стороны 2 вместе. Все. Теперь я отрезаю ниточку. Вытаскиваю крючком. Закрепляю здесь. Скрепляем все остальные ниточки, завязываем. И тапочек готов. Теперь соединяем. Одну протаскиваем ниточку. Завязываем, отрезаем. И это ниточка, где мы конец от набранных петель. Можете в шов спрятать эти кончики. Все. Выворачиваем наизнанку и смотрим, что у нас получилось.
Вот такой, девочки, тапочек. Вот смотрим на нашу пяточку. Шва нет. Вот такой тапочек у нас сегодня получился для новичков, для только начинающих вязальщиц. Я думаю, простенько и красиво. Удачи вам, вяжите. А я буду готовить для вас следующее видео. До свидания. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Я буду с вами прощаться. Всего вам доброго. До свидания.